Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Полина, и сегодня мы будем готовить потрясающий, просто потрясающий. Я, кстати, не знаю, почему у меня каждый раз кавказский акцент включается, когда я говорю о еде, но сегодня мы будем готовить потрясающий яблочный пирог. Это не бисквит и не шарлотка в классическом понимании, но это что-то среднее, супер яблочное, очень вкусное и очень быстрое, самое главное, и простое. То есть на случай, если вдруг к вам наведались гости, и вам хочется чем-то их удивить. Он еще очень красивый, помимо того, что очень вкусный. Общее время приготовления час 6 минут, из которых 6 минут вы будете замешивать тесто и резать яблочки, и час он просто будет стоять выпекаться, и вам ничего не нужно с ним делать. Рецепт, соответственно, будет дальше. Все расскажу, все покажу. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, лайк, подписка. Буду вам очень сильно благодарна. И обязательно пишите в комментарии, как вам рецепт, понравилось, не понравилось. Но я думаю, что этот пирог никого не оставит равнодушным. Погнали! Итак, нам потребуется 3 яйца, 200 грамм сахара, 150 грамм сметаны либо греческого йогурта, 80 миллилитров растительного масла, чайная ложка ванильного экстракта, 2 чайных ложки разрыхлителя, щепотка соли, 250 грамм обычной белой муки и примерно 4 среднего размера яблока. Конечно же, как обычно, все ингредиенты будут продублированы в описании к видео, и также там вы найдете полный рецепт. Ну а мы начинаем с того, что разбиваем все яйца в емкость. Я здесь взяла маленькую емкость, сразу говорю, берите большую, я сделала ошибку. К яйцам мы добавляем щепотку соли и весь сахар, который есть. И перемешиваем миксером до состояния пены. Не надо перемиксировать, но при этом не домиксировать. Боже, как это сказать, не знаю, тоже не надо. До пены, пожалуйста. Дальше мы добавляем греческий йогурт либо сметану, смотря что вы выбрали, масло и ванильный экстракт. И снова все перемешиваем. Далее в отдельную емкость мы засыпаем всю муку необходимую, засыпаем 2 чайных ложки разрыхлителя и перемешиваем это для того, чтобы мука смешалась с разрыхлителем. И, наконец, финальный этап. И мы наши 2 миски смешиваем друг с другом. Смешиваем таким образом, что муку вместе с разрыхлителем просеиваем в наше жижево. Далее нам необходимо все это перемешать. Я сначала беру лопаточку и аккуратно вмешиваю все друг в друга, чтобы не разлетелось все по комнате. И потом просто беру на низкой скорости миксер и смешиваю. У нас должно получиться достаточно густое, тянущее тесто. Оно не должно быть жидким. Если оно получилось у вас по каким-то причинам жидкое, добавляйте муки и смотрите на консистенцию. Наше тесто с вами готово, и пришло время готовить яблоки. Я использовала то ли 3, то ли 4 яблока. Одно яблоко у меня идет вовнутрь, и остальные снаружи. Внутрь яблоки мы с вами режем кубиками. Кубики не должны быть супер мелкими, но не должны быть очень большими, потому что иначе слишком непонятная консистенция будет после выпекания. Внутрь мы режем одно яблочко, спрыскиваем его лимоном, и можно сразу засыпать тесто. Главное, когда вы будете засыпать яблочки в тесто, не перемешивайте слишком сильно тесто. Делайте это очень аккуратно, лопаточкой вмешивайте яблочки. Далее мы с вами переходим для яблок, которые у нас будут находиться снаружи. Они должны быть порезаны дольками и достаточно тонко. Из-за того, что я режу ножом, у меня не получается отрезать как скальпелем. Чем тоньше вы отрежете, тем более красивая и ажурная шапочка у вас получится. Поэтому, если у вас есть терка такая, которая слайсами режет, это будет вообще идеально, и у вас получится результат еще в 100 раз красивее, чем у меня.
Здесь мне потребовалось 2 яблочка, я их не полностью использовала, потому что некоторые части выходят большие, некоторые маленькие, и маленькие я зачастую убираю. Также вы на видео можете видеть, что я их сразу разделяю на большие и на мелкие, чтобы потом было удобно выкладывать. После того, как вы порежете, во-первых, поставьте духовку. Духовку мы ставим на 180 градусов, она у вас достаточно быстро нагреется, как раз пока вы будете готовить саму форму. Какая форма нам потребуется? Здесь я использую форму в 20 сантиметров, предварительно обмазав ее сливочным маслом для того, чтобы у нас лучше поднялся пирог. После того, как вы обмажете, просто засыпайте все ваше тесто с яблочками, и далее мы начинаем аккуратно по кругу выкладывать наши дольки яблок. Смотрите, как я это делаю на видео. Это все очень просто. Опять же, чем тоньше у вас будут кусочки, тем проще вам будет. Главное, начинайте не с середины, а с краев формы. Собственно говоря, все, мы с вами собрали торт, его можно ставить уже в разогретую духовку. Также мой мини-совет для вас, для того, чтобы была еще более красивая корочка, можно сверху посыпать сахара, и во время запекания он карамелизуется и будет такое красиво, будет. В духовку, как я говорила ранее, мы ставим пирог на 180 градусов, мы ставим его на час. Через час мы обязательно проверяем его деревянной шпажкой. Главное, засовываете шпажку, достаете, если она не прилипает, значит пирог готов. Главное, не спутайте мокрость от яблок с прилипанием неготового теста. И, собственно говоря, все. Вот такая вот у нас красота получилась. Его можно есть как горячим, так и холодным. Есть сразу очень-очень-очень вкусный и очень яблочный пирог. Вот, на здоровье! Обязательно делитесь в комментариях, как он у вас получился, что сказали ваши близкие, понравился вам в целом, не понравился рецепт. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч!